Всем привет, меня зовут Даша, и я в Милане. Бон диа, друзья и подруги. Меня зовут Саша, я нахожусь в Порто. Это новый проект «Тут и там», где мы сравниваем разные города в разных странах. Мы упростили вам задачу, чтобы вы, сидя на диване, могли определить, куда вам лучше ехать отдыхать или переезжать. Это баттл городов. Мы сравниваем цены на продукты, цены на жилье, Уровень жизни, инфраструктуру. метро, такси, стритфуд. Некогда объяснять, побежали смотреть город. Цены на бензин. Людей, которые оборачиваются на тебя постоянно. Это баттл городов. Это бабки сейчас прошли. Итальянцы очень утонченная нация, у них все пронизано искусством. Посмотрите, какая архитектура. Это самый главный собор Дуомо, его недавно отреставрировали, и теперь он блистает еще ярче. Справа от меня расположена галерея Витторио Эммануэле. Галерея выглядит внутри вот так. Это самое инстаграмное место, мне кажется. Здесь очень красивый мозаичный пол, очень красивые картины сверху, рельефы, барельефы. В общем, вот такая вот тут красота. Посмотрите на эту архитектуру. Кажется, что ты идешь просто в музей под открытым небом. Это просто улица, и здесь на улице вот такие шедевры. Я не знаю, что еще добавить. А как дела с архитектурой в Порто? Архитектура здесь в Порто просто великолепная. Конечно, может поспорить с Миланом полностью. Есть, конечно, нюансик, там много плесени. В Милане я не видел у тебя, чтобы были плесневые какие-то здания. А так это супер. Давайте дальше смотреть. Знаете, что вот этот мост спроектировал тот же чувак, что Эйфелеву башню в Париже? Как его там? Ну этот, Эйфель, как вы думаете, где? Нет, не в музее. Это вокзал. Вокзал, где электрички ходят. Но раз это не музей, значит это можно трогать руками. Почти на всей архитектуре города вот такая бело-синяя плитка. Называется она азлежо. Это особенность города Порто. Ну, сами видите, азележу просто везде, можно часами рассматривать. В Милане такого точно нет. Еще в городе очень много таких деревянных витрин. Это очень украшает Порто. Знаете, что портит вид? Такие вот здания. Здесь очень много заброшенных зданий. Я не знаю почему. Посмотрите, какая классная, интересная церковь. Но удивительно, что ее никто не реставрирует. Какие-то витражи разбитые. Мне кажется, если ее привести в порядок, она будет просто великолепна. Почему не занимаются? Непонятно. Я уже задолбался ходить, честно говоря. Прям как в Лиссабоне. Какие-то подъемы, спуски. Блин, Порто и Лиссабон в этом плане вообще ух. Про Лиссабон, кстати, можете посмотреть здесь по ссылке. В предыдущих выпусках мы сравнивали цены на продукты в супермаркете, но в этом выпуске мы решили пойти дальше и сравнить цены на фермерском рынке, который находится прямо сзади меня. И на самом деле еще и прямо передо мной. Он очень большой, поэтому время закупаться продуктами. Очень люблю такие рыночки. Мне кажется, тут так все по-домашнему, с теплом. Вот я, кстати, уже вижу цветы цукини. Помните, я их ела? Не, это просто цукини. Ну, как бы с цветами. Их наполняют рикоттой и обжаривают в кляре. Оказывается, артишоки выглядят так. Я думала, они просто вот такие, никогда не думала, что они с колючками, а потом их готовят вот так. Убирают листья, убирают колючки и вводят людей в заблуждение, что потом они не знают, как выглядят артишоки. Это что-то похоже на осьминога, только овощная версия для вегетарианцев. Помидоры бычье сердце стоят почти 10 евро. Это, мне кажется, очень дорого. Спаржа 7 евро, но много, но она очень тонкая. Яблоки 2,90 за килограмм. Сколько здесь разных вкусных сыров. Сыр с просекко, с каким-то сеном. Скорее всего, это розмарин, а это какой-то черный сыр. Свежая клубника, килограмм 6 евро. Грецкие орехи, почти 7 евро за килограмм. Решила найти вам помидоры попроще, чтобы вы не ужаснулись от цены. 6,90 евро. Просто за маленькие помидоры. Брокколи 2,5 евро за качан. Оказывается, в Италии тоже едят редиску, и она стоит 1 евро за пучок. Ценник на рынке дороже, чем в супермаркете, но это и понятно. Здесь фермерские продукты. А как, кстати, обстоят дела с ценами у вас в городе? Напишите, почем у вас продукты. Мне очень интересно. Буду читать каждый коммент. Все аппетитно. Какая здесь аппетитная раскладка. Посмотрите, какая клубника, как на подбор. Все такая крупная, сочная, какой перец. С такими красивыми продуктами даже на диете сидеть приятно. Здесь невозможно вкусные витрины с сыром. Хлеб от 5 евро килограмм и выше. Посмотрите, какой он огромный. Явно на большую итальянскую семью. Тут можно вкусно похавать. Кстати, можно не обедать. Я тут отлично поем. Мадрид. Madrid, habla español, eso es queso de oveja. ¿Quiere queso o plomo? ¿Qué quiere?
Что еще попробовать? Говорите. Орехи, оливки, специи. Все на любой вкус. Килограмм фисташек за 18 евро. Миндаль 14 евро. Хор золотых рыбок за 14 евро. Апельсины 2,99 за килограмм. Итальянцы, кстати, продают свеклу уже запеченную. Запеченная стоит 2 евро за одну штучку. Мандарины 2,80 за килограмм. Помимо продуктов можно еще купить разного шматья домой, одежду, сковородку, все, что хочешь. Короче, я поела и на красивые продукты посмотрела, комплименты получила и хорошо провела время. А как у тебя дела, Саша, на рынке? Показала выездной рынок. Я на данный момент такого здесь не нашел. Пришел в обычный крытый рынок. Он очень чистый. Такое ощущение, что его только-только что построили. Пойдемте посмотрим. Но будьте осторожны. Здесь будет очень вкусно. Аж нос сбивает. Апельсинчики 1,5 евро за килограмм. Яблочки. Огромный ассортимент. Но мои самые любимые Грэмми 3 евро килограмм. Огурчики 3,5 евро за килограмм. Порто помидоры бычье сердце дешевле. 4 евро за килограмм. Маринованные оливки 6 евро килограмм. Обожаю просто. Килограмм чумазой немытой картошки 80 центов, а чистенькая мытая 1 евро килограмм. Килограмм артишоков здесь можно купить за 5,5 евро. Нашел самое безопасное место на этом рынке, потому что здесь точно не будет вампиров. Килограмм чеснока 7 евро. Витрины с сыром даже, конечно, не такие, как ты показывал, и аппетитные, но сыр очень вкусный. Пармезан за 34 евро килограмм можно купить. Знаете, почему у нас лук в колготках, а здесь без? Потому что здесь тепло, а у нас холодно. Килограмм лука 2 евро 80 центов. Здесь тоже очень аппетитный хлеб, и здесь килограмм стоит от 2,5 евро. Килограмм грецких орехов можно купить за 5 евро 90 центов. В Португалии сейчас в полном разгаре сезон клубники. Можно купить красную клубнику, можно купить белую клубнику. Цена 4 евро 80 центов за килограмм. Брокколи можно приобрести за 3 евро 50 центов. Очень долго искал спаржу на этом рынке. Нашел на весь рынок 2 пучка. Цена за один пучок 3,5 евро. Рынок классный, но больше похож на туристический. Не думаю, что жители порта здесь затариваются. Посетить обязательно надо. Здесь много вина. Мы с вами в Италии, где очень много вкусной еды и надо пробовать все. Так что идем с вами пробовать миланский национальный стритфуд. Я пришла в очень аутентичное местечко попробовать панцеротти. Это супер популярное местечко, здесь всегда образуется очередь, как вы уже видите. Сейчас попробую и расскажу вам, как это на вкус. Что последний? Панцеротти фрито, con моцарелла и томато. Грация. Это просто нереальный аромат. Короче, я так понимаю, что это похоже на жареные пирожки. Начинка, моцарелла и помидоры. Вы готовы? Я готова. Я всегда готова. Это прям очень вкусно. Это вкуснее, чем бургер. Какой Макдональдс? Если вы в Милане, панцеротти, фудпорн, сколько начинки. Не жалеют итальянцы. Моцарелла. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Это удовольствие стоит всего 2 евро 80 центов. Для меня стритфуд — это когда ты идешь по улице, видишь какой-нибудь вагончик или окошко где-нибудь, заказываешь еду, забираешь ее и идешь на ходу, употребляешь. Правильно же? Для вас же точно так же? Ходил я здесь по порту. Ходил. Уже который день хожу, не нашел я нигде стритфуд, начал искать, тоже не нашел. Я так понимаю, просто португальцы любят присесть, покушать и пойти дальше. А на ходу здесь, в смысле, никто ж никуда не торопится. Фастфуд есть, стритфуд нет. Вот, например, вот такое вот блюдо, называется прего. Это такой бутерброд, здесь отбивная, здесь сыр и деревенский домашний хлебушек. Выглядит аппетитно. Итог. Сухое мясо, сухая булка, никакого соуса нет, я люблю посочнее. Эта булочка мне обошлась 6 евро 20 центов. Я бы не сказал, что это гуманно и дешево, но такие цены, я ж не могу их менять, а с удовольствием. Покупаем билет в метро. Нажимаем на кнопочку, выбираем English,
Потому что итальянский я не знаю. Выбираем поездочку Ordinary. Она стоит 2,20. И выбираем способ оплаты. Кэш или кредит-карт. Я выбираю кредит-карт. И оплачиваем. И получаем наш заветный билетик. Обязательно сохраняйте этот билет. На выходе он вам пригодится. Нужно будет тоже проходить через турникет. Более того, здесь очень часто проверяют билеты контролеры. И если у вас нет вашего билета, то вам придется платить 100 евро. В миланском метро очень чисто, так же, как и на улицах города. Достаточно современное метро. Есть даже линии, где есть беспилотные поезда. Но мы, кстати, не на такой линии, поэтому я вам покажу обычный вагон. Это метро, друзья. Метро, понимаете? И оно без турникетов. Это единственное метро без турникетов. Единственное. Я первый раз вижу такое метро, где нет турникетов. Можно на добром слове проехаться, а можно и штраф получить. На самом деле, вот это и есть турникет. Где обязательно нужно приложить свой билетик, пробить его, так сказать, и потом идти на поезд. Но где купить билет? Естественно, в аппарате. Что тут? Все очень просто. Я первый раз в этом метро, поэтому давайте разбираться вместе. Нажимаем на «Купить». Чё тут? Что? А, все, дневной какой-то. Дневной берем. И тут начинается зона 2, зона 3, зона 4, зона 7, зона... А, вот тут список зон. Вот такая башка. Непонятно, куда ехать. Что-то надо тыкать. Какая-то зона. Ну, берем зона 2. И тут понеслось. Одна поездка, две поездки, 5 и 10. Ну, берем одну, естественно. Нам же 15 не надо. Еще что-то написано. А, здесь нужен, короче, налоговый номер. Если есть налоговый номер, нажимаем сюда. Если нет налогового номера, нажимаем вот сюда. И это... То, что я знаю, португальский. Все, цена за одну поездку евро 90. И в нее входит карточка. Можно карточкой банковской оплатить? Как бы все и просто, но если вы не знаете португальский, наверное, можно выбрать другой язык. Но я смотрю, а языка здесь другого нет. Не, нашел язык. Вот кнопочка. Нажимаешь сюда, и язык переключается. Английский, французский, испанский. В общем, все на сенсорном экране, и ты разобраться сразу не можешь, потому что здесь дополнительные кнопки, где можно выбрать вот язык. Для меня это сложно. Если на сенсорном, то делайте все на сенсорном. Можно было бы вот здесь кнопку сделать, а еще вот там сверху. Или за углом там у бабушки какой-нибудь в комнате подойти, нажать кнопочку, чтобы просто поменять язык. Ага, очередная дуля у нас в эфире, потому что не работает эта история, нужна карточка живая, а у меня нет, я как-то привык уже просто с телефончиком везде все оплачивать. Очень повезло, что у меня двушка оказалась припрятана. Я что-то поломал, заново, поехали. Кампра, опася, 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 опася и опася. Опася. Бульк. Очень быстро вылетел билет и сдача. Прикольно. И еще записка. Ты такой кайфовый. Спасибо. Ну а дальше все просто. Прикладываем билет и поехали узнавать город лучше. Кстати, станции метро очень чистые. Прям не прикопаться. Вагончики желтенькие, чистенькие. За ним что, надо бежать, что ли? Я сейчас планирую пойти вот на ту террасу, где крупными буквами вот так написано «Апероль». И вот мы с вами и выпьем, потому что это самый традиционный напиток в Милане, да и вообще во всей Италии. Пошлите со мной. Правда, чтобы попасть на эту террасу, нужно будет постоять в небольшой очереди. Ну как небольшой? Там не протиснуться. Бокал апероля именно в этом заведении стоит аж 19 евро. Мне кажется, это очень много. Но, к счастью, в стоимость входят вот такие вот закусочки. Вот такой мини-бургер и какие-то жареные булочки. Мне кажется, черная трубочка – это неотъемлемая часть апероля, но почему-то здесь трубочки нет. Так смотрю, за другими столами трубочек тоже ни у кого нет. Может, они просто закончились. Ну что, пойдемте дальше изучать Милан. Excuse me, where is the toilet? Нам точно туда надо. По этой реке плавает очень много корабликов, а на этих кораблях посмотрите, какие бочки. Знаете, что там? Правильно, портвейн. Мы же в порт, и я сейчас пойду его дегустировать. Даша, не только у тебя получилось прекрасно выпить апероль в супер красивом месте с видом на Дуомо, но ты посмотри, какое место я урвал. Ну это же супер романтичное место. Естественно, я взял бокал портвейна. Ты знаешь, какая цена? Не поверишь, 3,5 евро. С таким великолепным видом, просто даром. Но есть, конечно, минус. Нет никакой закуски. Просто хлобысь на голодный желудок и потом привет. Как дедушка учил. Не, надо аккуратненько подтягивать.
Это, кстати, совсем не похоже на портвейн «Три семерки». Там апероль, тут портвейн. А у вас, кстати, какой любимый напиток? Давайте обсудим это внизу под видео в комментариях. Слушайте, ну я понял, что без закуски я точно не могу это пить. Hello, darkness, my old friend. Еще в Милане очень развито трамвайное сообщение. Все пользуются трамваями, мне кажется, даже чаще, чем метро. Потому что зачем забираться куда-то в подземелье, смотреть на катакомбы, если можно смотреть на красивый город, на красивую архитектуру, на красивых людей, наконец. Здесь солнечная погода. Запрыгнул в трамвайчик, проехал пару остановочек, спрыгнул с трамвайчика, жизнь удалась. Не нужно спускаться ни в какое метро. Трамваи на любой вкус. Есть более старинные, деревянные, есть более современные, есть что-то среднее. Мне кажется, здесь трамваев гораздо больше, чем в других городах. Да и великов столько. Посмотри, покажи велики, что стоишь. Уж очень хочется прокатиться на трамвайчике. Такие вот деревянные трамвайчики. Едешь вот так, трясешься. Кажется, что сейчас все развалится, но люди пользуются. Тем более, что бензин сейчас дорогой в Милане. Отличный обзор. Так что, если хотите посмотреть на Милан, можно садиться на любой трамвай, который ездит в центре, и посмотрите все достопримечательности. Смотри, здесь тоже есть такие старинные трамваи, и их полно по городу. Но есть более новые, которые относятся к метрополитенам. В общем, метро в Порто — это больше на трамвай похоже, а не на метро, потому что основная часть находится наверху, а не под землей. Под землей только небольшой участок. Мы стоим. Климат в Милане достаточно гуманный. Зимой не очень холодно, примерно -3, +4, как-то так. Снега практически не бывает. Летом климат тоже нормальный, +20, +30, примерно так. Расположение у Милана тоже очень классное. С одной стороны, швейцарские горы снежные. Вы, если хотите, можете окунуться в зиму, покататься на лыжах. Всего 1,5 часа от Милана на машине или на поезде. В другую сторону, также 1,5 часа, и вы возле моря. Греете свое тельце на лежаке и купаетесь в чудесном, прекрасном море. Какое там море, кстати. Так что в категории климат Милан у нас отхватывает также 5 с жирным плюсом. А как дела обстоят в Порто, вам сейчас нашепчет Саша. Порто вообще великолепная погода, часто солнце, да практически всегда. Лето здесь сухое и солнечное. Зимой здесь, конечно, бывает сезон дождей, но температура в среднем 10 градусов по Цельсию. Недалеко есть классный горнолыжный курорт Серра да Эстрелла. Всего 2,5 часа на машине, и вы на месте. Из центра Порто до пляжа можно добраться за 20-30 минут. Зимой нет какой-то лютой жары, а летом дикого мороза. Здесь недалеко есть недалеко есть классный горнолыжный. Сейчас заново. Горнолыжный. Это сложно сейчас. Заново. Серра да Эстрелла. Еще раз. Горнолыжный. Я не скажу, это ребенок плачет. Недалеко есть классный курорт, где можно покататься на лыжах. Вы просили сравнить цены на отели. Мы исполняем ваши желания. Я сняла апарт-отель. Сейчас вам сделаю экспресс-обзор моих хором. Не побоюсь этого слова, потому что реально очень большой номер. Здесь можно вчетвером жить, а я живу здесь одна. Стоимость этой квартиры 110 евро в сутки. Я сейчас нахожусь в зале, который совмещен с кухней. Здесь есть все, что вам надо. Хотите постирать? Вот стиральная машинка. Хотите что-то приготовить, разогреть? Вот микроволновка. Кофемашина, духовка и плита, холодильник. Пока там пусто. Раздельный мусор. Огромный стол, куда можно пригласить гостей. Но чтобы все было безопасно, есть даже огнетушитель. Ого, какой тяжелый. Плавно перемещаемся в комнату. Здесь большая кровать. Но самая главная фишка всего этого номера – это терраса. Посмотрите, какая она огромная. Сюда тоже можно звать гостей и устраивать пати. Здесь можно пить утренний кофе и смотреть на прекрасный Милан. Просто огромное панорамное окно. Единственное, что она такая потрепанная немножко, не хватает ремонта. Ну, такая подуставшая, как я. А здесь находится ванна и туалет. Конечно, душ не самый лучший, но зато есть
биде. Не забыли положить фен. И даже утюг. Естественно, мыло, ну и туалетная бумага. Кстати, цена моего номера еще не слишком дорогая. В среднем цены 150-200 евро. Но единственный минус у этого номера все-таки есть. Очень холодно. Из-за энергетического кризиса в Италии постоянно отключают батареи. Они то горячие, то холодные. Здесь какой-то график отопления. Его то включают, то выключают. Причем по всей Италии, не только в этом номере. В разных других отелях у людей дома вот из-за энергетического кризиса такие интересные условия. Даша, если ты там у себя в Жопинске где-то сняла, в Милане, то я, что ни на есть, в самом центре, прям на мосту, на самом главном мосту спорта. Посмотри, какой здесь вид. Ну, кайфно же, посмотрите. Есть бассейн, есть терраса, прекрасный вид. Пойдем покажу вам комнату. О, и вы тут тоже захотели посмотреть, какой номер я урвал? Па-бам! Посмотрите, какой вид для начала. А потом посмотрим уже на кроватки и туалеты. Даш, номер у меня, конечно, не такой просторный, как у тебя квартира, и нет такой террасы, как твоя. Но этот вид заменяет, мне кажется, полностью все. Одно из главных отличий это то, что твоя квартира была очень далеко от центра, а мой номер прям в самом центре порта. И по цене мой номер дешевле даже, чем твоя квартира, всего 102 евро за ночь. Да, конечно, здесь нет микроволновки, здесь нет стиралки, здесь нет раздельного мусора, как у тебя. Я везде искал, зато здесь каждый день убирают. Кровать king size размера, огромная, белоснежная, нежная. Хочу спать сильно. Здесь, конечно же, мини-бар. Я не хотел открывать, соблазн большой, потому что я знаю себя, сразу залезу, сразу все съем, и потом на выезде буду удивляться. А что такое еще? Что такое еще? Так всегда, кстати, происходит. Здесь есть все, что нужно молодому человеку. Безалкогольное пиво есть, алкогольное пиво есть. Принглс есть, Red Bull есть, водичка газированная, водичка не газированная и таблерон. И, конечно, посмотрим на ванную. Здесь все по стандартам. Унитаз, раковина, душ. Но, кстати, нет биде. Алло, рум-сервис? А где биде? Нет. Говорят, нет. Даша, может быть, у тебя и биде, а у меня целый тренажерный зал. Пойдем. Смотри, какой вид на скалы. Водичка бесплатная. Ну, ее там нет, правда? Ну, тут классно вообще. Эхо. Судьба злодейка завела меня в очень уютный ресторанный уголок, и мы сейчас пойдем поужинаем. Вам может показаться, что у нас все о еде, но поймите, в Италии постоянно все едят. Паста, пицца, моцарелла, буррата, панзеротти, дофига всего. Все это надо срочно пробовать, диета будет в следующей жизни. Пошлите ужинать. Мы в типичном итальянском ресторанчике. Какие здесь красивые тарелочки. Тут нам принесли вкуснейший аперитив, но платный он или бесплатный, мы узнаем в конце этого ужина. Вот это фокаччо, как жопка пиццы. Ну и хлеб, помазанный маслом. Очень много мучного. И, конечно, я заказала бокальчик просекко. Одно из самых типичных итальянских блюд – это паста. Я заказала себе карбонару. Хотите секрет стройности итальянцев? В один день ебать все это мучное, а в следующий месяц вы просто не едите ничего. Я не знаю, какой выход еще, чтобы быть худой. Если все это постоянно есть, ну, наверняка просто станешь как шар. Листик салата среди этого мучного царства, как оазис. Нужно завернуть вот так вот на столовой ложке вот вилку пасты, и она не закручивается. Короче, она вся длинная. На меня итальянцы все уставились. Извините, ем как умею. Нормально. Ну, я бы не сказала, что я в восторге. О, так что ж ты молчал? С добрым это все пармезаном. Не жалеем. Официант напрягся. Мне, кстати, зря поставили. Кажется, вся эта баночка пошуршит. Я решила сделать себе подарок и заказала себе букет цветов. Но не простых, а съедобных. Это цветы цукини. Вы когда-нибудь ели цветы? Я вот не ела. Но итальянцы были бы не итальянцами, если бы они не сделали их в кляре. Опять это тесто. Ой, они еще наполнены каким-то сыром. Это рикотта. Ну, это вкусно. Итальянцы очень любят разные ликерчики. В конце ужина очень часто проносят вот такое в виде комплимента. Ужин в этом итальянском ресторанчике мне обошелся 42 евро. Карбонара стоила 16 евро. Цветы цукини 14 евро. Бокал просекко 8. Самое интересное – это каперто. Многие туристы, которые первый раз приезжают в Италию, начинают вспоминать, что это такое каперто. Я вроде бы не ела никакое каперто. Но это не блюдо, это просто обслуживание. Это в принципе как чаевые. То есть вы садитесь за стол, и вы по-любому уже платите каперто. Это не та еда, которую принесли в начале. Это не жопки пицца, не надо с этим путать. В некоторых ресторанах ничего такого
такого не приносят, но вы все равно платите коперто. Это вот прям то же самое, что вы в такси платите за посадку. В этом ресторане посадка обошлась мне 4 евро на человека. Даш, что ты знаешь о калорийности? Твоя паста это так, цветочки, так сказать. А вот это ягодки. Вот здесь столько калорий. Если съешь вот это блюдо, потом можно, месяца 2 или 3 чисто на помидорчиках сидеть. Знаешь, как называется? Французине. Знаешь, как переводится? Француженка. Так что сегодня я ем француженку. Это блюдо французине привезли из Франции в Португалию. Это был обычный тост с сыром и с фиамброй. Но сейчас это доработали португальцы, добавили сюда ингредиентов. Как добавили? Просто насыпали, наверное, все, что есть. И получилось вот такое блюдо. Всегда приносят с картошкой фри. Самое главное в этом блюде это соус. Сейчас будем пробовать, что это. Там внутри много ингредиентов. Давайте посмотрим. Честное мнение по этому блюду. Я бы не сказал, что это блюдо вело меня в какой-то восторг. Я получил какую-то эйфорию. Обычная колбаса, обычная ветчина, обычный хлеб, обычный какой-то сыр и какой-то невзрачный соус. Можно было приготовить и на порядок вкуснее. Возводить это прям в талисман порта я бы не стал. Я заказал самую обычную лайт французинию. Есть еще с доп-функциями, так сказать, экстра. Для тех, кому мало вот такой. Там дополнительная котлетка и еще дополнительно яичница сверху. Представляете? Вот такая вот пирамида на одного человека. Конечно, можно разделить с друзьями. Я обратил внимание, здесь каждый заказывает для себя. Вот такую вот байду и съедает это все в одиночку. В общем, когда принесли счет, никакого комплимента не принесли, как у тебя, Даш. Никакого, ничего, просто блюдечко и чек. Все сурово в Португалии. Покушал, оплатил и в люлю. За посадку, Даш, здесь не надо платить, как у тебя. И славненько. Здесь, Даша, коперто нету. Алло, рум-сервис? А где коперто? Да что такое? Ни биде, ни коперто. Ужин у меня вышел. Французине 11 евро. Бокал вина 3 евро 20 центов. И картошка, оказывается, оплачивалась отдельно. 2 евро 70 центов. Итоговый счет 17 евро 90 центов. Гуманно. Я, кстати, раньше всегда стеснялась заказывать пасту, потому что мне было стыдно, что у меня не получится ее правильно есть. Но потом я повзрослела, и мне стало так пух. Знаете, что находится в этом здании? Не поверите, Starbucks. Итальянцы просто безумно любят кофе, но они любят именно итальянское кофе. И американской компании, такой как Starbucks, было очень тяжело зайти на рынок Италии. И даже не обошлось без коррупции. Ходят слухи, что пальмы, которые находятся возле собора Дуомо, были высажены специально Starbucks, чтобы они смогли зайти на итальянский рынок и расположиться в таком крутом, огромном здании. Давайте я не буду вас томить, и мы пойдем уже и бахнем кофейку. Это что, Starbucks? Он такой огромный. Помимо того, что здесь продается мерч, самое главное, это, конечно, кофе. Здесь очень классно показывают процесс приготовления кофе. От зерна в мешках до чашки ароматного кофе у вас на столе. Здесь начинается процесс приготовления кофе. Из этих мешков высыпаются кофейные зерна вот сюда. Там кофе порциями выезжает на жарку в печь. В этом аппарате идет сушка или проветривание кофе. В этой печи оно жарится. Затем обжаренное кофе высыпается вот здесь. И уже порциями по всем вот этим вот ходам идет прямо к баристе. Бариста его принимает и делает вам ароматную чашечку кофе. И потом кофе оказывается прямо в вашей чашке. Очень прозрачный процесс. Вы можете увидеть все стадии изготовления вашего кофе от мешка, от обжаривания и вот прям до чашки. И знать, что вы пьете именно хороший кофе. Я, кстати, себе заказала капучино без кофеина и вышло оно на 5 евро. Знаю, что многие пьют кофе без кофеина, и оно абсолютно не отличается от обычного кофе. По вкусу вот то же самое. По аромату то же самое. И мне всегда было интересно, как убирают кофеин. В итоге я погуглила и поняла, что под давление просто расщепляется как-то. Получается то же самое кофе, только без кофеина, которое можно пить хоть в 12 ночи. И здесь есть разные вкусы молока. То есть вы можете заказать здесь овсяное молоко, кокосовое молоко, соевое молоко. Какое вы любите, какое вы пьете. В обычной итальянской кафешке вам просто принесут чашечку итальянского кофе. Оно будет с обычным молоком. И не будет вот этой всей истории, знаете, которая так покоряет. Этот Starbucks покорил мое сердце, и кофе было очень вкусно. Starbucks One Love.
Даш, ну ты в очередной раз посещаешь супер Starbucks, а я посещаю обычный. Почему так всегда происходит? Он, конечно, обычный, но здание старинное. Посмотри, здесь еще ассортимент такой, ну никакой. 3 булки, 2 салата, чашка кофе и домой пошел. Вот взял себе тоже, кстати, без кофеина, тоже капучино. И знаешь сколько? 2,90, девочка моя. Этот Starbucks находится в самом центре порта, а людей здесь очень мало. И такое ощущение, как будто бы в библиотеке находишься. Тишина какая-то нереальная. Сидят там несколько фрилансеров со своими компьютерами, работают, деньги зарабатывают, наверное. В общем, ничего такого необычного здесь нет, только вот ценник кофе там очень классный для Starbucks. А так Starbucks как Starbucks. Хорошая альтернатива португальскому кофе, потому что здесь вон какие чашки. Или вот это португальский типичный кофе вот в такой чашечке выпить за евро или за 1,5. В общем, давайте сделаем итог. Смотрите, кофе есть, цены дешевые, людей мало, ассортимента нет, помещение обычное. Обычный Starbucks. За что люблю Милан, так это за вкусные, изысканные десерты. Я решила попробовать целых 2. Это тирамису и каннолли. Каннолли – это вот такая трубочка с кремом внутри. Я взяла фисташковый. Тирамису все знают, но здесь он особенный. Взяла чашечку капучино. Давайте все пробовать, кофе стынет. Начнем с тирамису. В принципе, такой вкус я и ожидала. Очень вкусно. Теперь приступим к каннолли. Обожаю фисташковые каннолли. Это мои любимые теперь. Вкуснее, чем тирамису. В Милане, кстати, очень много специальных кондитерских, которые специализируются только на каннолли. И там очень много вот таких вот трубочек из теста, только пустых. И когда вы выбираете вкус, тогда они вам наполняют при вас. Это очень вкусно. Миланские десерты настолько вкусные, что ставим 5 с плюсом. Пойду закажу еще. Кофе в Старбаксе, кстати, было вкуснее. Заказал десерт, жду. Ну, понятно, что это минут 30 будет, потому что даже просто достать десерт из холодильника и принести его, это очень сложно для португальцев. Пока жду, сижу как в тумане. Вокруг, сука, все курят просто. Вот этот курит, вот там курят женщины, вот там же курят все. Я, например, не курю, и вам не советую. Знаете, что ждем? Капучино не принесли. О, видите, какая у меня дымовая завеса. С эффектом, дымком. Позвонил другу узнать, какой десерт классный, потому что он португалец, родился здесь в порт. Я сказал, типичного нет, дал мне список из 10, говорит, выбирай любые. Я выбрал 2, это с кокосом, это тоже с кокосом, если вы понимаете, о чем я. Хороший. Проблемка есть одна. Капучино просто не существует. Просишь капучино. Капучино, что это, как это, вообще не понимаю, как приготовить. Кофе с молоком, на все, что способны они. Конечно, десерты не такие изысканные, как у тебя там в Милане, но все же надо пробовать. Ну, это вкусно. Булочка называется Полу де Берлин. Она берлинская. Она часто встречается на пляже, ее подают. Вместо кукурузы, знаете, кукурузу. У нас на пляже подают, а здесь вот такую булку. Это вкусно, мне нравится. Давайте попробуем вот эту булочку. Это прикольно. Невзрачно, но прикольно. Но для любителей кокоса это именно то, что надо. Ну, смотрите, стружка кокоса, прям как баунти. Ну, очень классно, прикольно. Очень долгое ожидание. Сначала я ждал очень долго булочки. Теперь я жду официанта, чтобы заплатить. Можно полжизни провести, просто зайти, выпить кофе. Очень удивительно, что по цене мне это вышло всего лишь 4 евро. Пустые. И когда ты выбираешь крем, тебе сразу туда Наполняют. вот. Здесь даже есть специальные, здесь даже есть специальные кондитерские, не пекарни. Так как здесь бензина очень дорогая, пользуются спросом велики. Есть городская компания, есть коммерческая компания. А что я туплю? Надо просто взять и арендовать велик. Тем более, что там парк. Давайте так и сделаем. Но этот велик бесплатно. Прокатиться на таком велике стоит 25 центов 1 минута. Помимо великов еще куча самокатов по той же самой цене, но больше всего здесь именно скутеров. Посмотрите, сколько их здесь много.
Даже я не видел ни одного скутера здесь, как у тебя там в Милане. Но зато полно вот таких самокатов. Пожалуйста, 22 цента. И катайся по городу, рассматривая его. Очень классно, очень удобно. Еще есть очень много велосипедов. Кстати, я сейчас на нем, наверное, пойду прокачусь. В общем, в Порту была очень плохая идея взять велосипед и ехать в гору. Я не выношу такое. Поэтому я отдам его обратно им и возьму себе лучше самокат. Там педали не надо крутить. Но если все-таки из вас есть кто-то желающий взять такой велосипед и покататься по Порту, 20 центов в минуту, и он ваш. Ну, посмотрите, какой кайф. Это же другое дело совсем. В горочку. И педали крутить не надо. Я не умею кататься на велике. Сейчас будет вот это вот. Бля, почему такая скорость? Прокатиться на таком велике стоит 25 центов 1 секунда. Я сама все перепутала. Настроение забить на съемки и просто кататься по парку. Голубь улетай с дороги. Ведущая проголодалась. Что ты тыкаешь? Что? О, идем. Возле собора Дуомо, наверное, будет очень красивый вид. Я взяла меню Double Cheeseburger, и оно вышло на 5 евро 20 центов. Туда входит вот такая вот кока-колка, вот такая вот картошечка и Double Cheeseburger. Этот прекрасный Double Cheeseburger вы можете есть, наслаждаясь таким прекрасным видом на собор Дуомо. Практически как в ресторане со звездой Мишлен, но в Макдаке с Double Cheeseburgerом. Даш, ну я взял точно такое же меню и в точно таком же составе. И здесь это вышло, кстати, немножечко дороже. 5,5 евро. Дашенька, ты хотела удивить прекрасным видом на собор Дуомо. Но здесь посмотри, какой вид на реку Дуэра. Дабл чизбургер. Он и в Африке дабл чизбургер. Не говоря уже о Португалии. Братик, беги отсюда, а то из тебя сейчас бургер сделают. Чикен-бургер. А, не, чайка-бургер. Знаете, что я заметила? Здесь очень безопасно себя чувствуешь. Здесь нет каких-то, знаете, шнырьков, которые что-то хотят вам впарить. Нет каких-то грабителей, каких-то подозрительных личностей. Просто все люди выглядят максимально красиво, ухоженно, элегантно, по-итальянски. Такое ощущение, что средний класс просто вышел на улицы, и все так аккуратненько, чистенько одеты. Не, ну, встречаются, конечно, например, какие-нибудь индусы. Ну, они же такие милые, они не кокс вам толкнут, а цветы подарят. Да и мужчины на каждом шагу комплименты говорят. В общем, Италия — это one love. По поводу безопасности. Город довольно-таки безопасный, но встречаются вот такие районы, где себя не чувствуешь безопасно. Сомнительное состояние и, соответственно, здесь грязно. Снова мы встречаем вот эти заброшенные здания, которых по городу огромное количество. Зато посмотрите, какой здесь красивый, романтичный вид. Я думаю, соточка никому не помешает. Вот эти 100 евро мы разыграем среди вас. Но для этого надо написать здесь комментарий, подписаться на канал и подождать немножко. В один день мы это разыграем и отправим лично вам на счет, в какой бы стране вы ни находились. Блин, иду по Милану и понимаешь, что здесь просто супер чисто. Ни соринки, ни окурка, ни жвачки. Не порти нашу статистику. Я уже немножко отошла от самого центрика, но здесь все равно очень чисто, посмотрите. Но я не понимаю, почему здесь такие высокие газоны. Это не газоны, даже это просто трава, которая вымахала вот так уже. Хотя у нас сейчас только март, я не знаю, что здесь будет в августе. Почему не стригут газоны? Ну, с другой стороны, это очень напоминает о родине. У нас там было так же. Когда такая красота вокруг, архитектура просто не тянет на мусорить. Поэтому очередной район, где опять чисто. За чистоту Милану можно поставить твердую 5 с плюсом. А как дела обстоят в твоем городе, Саш? Расскажи.
Даш, в Порто, посмотри, очень чисто на улицах. Несмотря на то, что здесь толпы туристов, они все культурные, никто не бросает мусор. И это меня очень радует. Посмотри, на этой площади чисто довольно. Здесь видно, что убирают. Мне нравится. Очередная чистая локация, очередная красота. Порто довольно чистый город, как я уже говорил. Но вот из-за таких домов стареньких, все впечатление о городе, что он такой бедненький, старенький какой-то, дряхленький. Здесь очень много заброшенных зданий. И я не знаю почему. Знаете, почему португальцы очень хорошо играют в футбол? Потому что их с детства учат, что руками играть нельзя. Кто-то не убрал какашки. А вон и... Если вы находитесь в Милане, да еще и со своей второй половинкой, то этот район, где я сейчас нахожусь, обязателен к посещению. Район называется Навильи. Навильи переводится как каналы. Это район, как в Венеции. Здесь каналы, а вдоль них располагаются ресторанчики, барчики. Это очень уютное, атмосферное место. Здесь можно посидеть в ресторанчике, можно выпить апероли или просекко, можно прокатиться на кораблике по этому каналу. А в определенные даты здесь еще проходит барахолка, так что этот район популярен не только вечером, но и днем. Очень красиво, очень рекомендую. Очень похоже на Венецию. Очень холодно, блин. Я просто как будто очутилась в Венеции. Вот просто посреди Милана небольшая Венеция. Здесь канал, здесь ресторанчики, барчики. Плюс еще сегодня пятница, да еще и 8 вечера. Все итальянцы выходят на ужин, все веселятся, пьют, едят. А я вчера сказала, что я больше не буду есть, и нужно садиться на диету. А сегодня опять хочется апероля. Оператор сказал, что не надо, а я думаю, что надо. Даш, а в Порто есть не менее, а то и более романтичное место. Посмотри, это набережная вдоль реки Дуэра. Это не какой-то там канал, это целая река. Посмотри, она широкая, огромное течение. По ней плавают кораблики, где можно выпить портвейн. А со своей второй половинкой здесь можно прекрасно провести вечер. Ну или сделать предложение руки и сердца. Погнали, посмотрим, что здесь есть на набережной. Здесь одновременно можно посидеть и поужинать, и послушать уличных музыкантов, которые, кстати, очень классно поют. Также здесь можно встретить вот разных фриков, которые играются игрушками. Ну или вот так взять много-много пива и посидеть с друзьями на набережной. Ну фото, плиз. Я на диете. Это все кажется, это все мираж. Это не я. Ну что, сравним цены на бензин. Кстати, бензин здесь называется бензина. В Милане бензин удовольствие не из дешевых. Он здесь стоит евро 90. И то, это если вы сами заправитесь. А если вы хотите, чтобы вас заправил сотрудник, то вам придется отсылять целых 2 евро 10 центов. Мне кажется, что удобнее ходить просто пешком. И то, если вы съели пиццу, пасту, это будет даже полезнее. И фигура будет отличная. Возможно, итальянцы, кстати, так и делают, потому что фигура у всех шикарная. Машин много, но все они стоят. Очень важно знать цену на бензин, если вы путешествуете или если вы собрались переезжать в тот или иной город. Здесь, в Порто, цена на 1 литр 95-го бензина 1 евро 65 центов. Отличная цена, я вам скажу, на данный момент по Европе. А дизель евро 86 стоит, а я свой ремень дизель покупала за 150 евро. Я что-то не знаю. Пошли, там, наверное, распродажа. Короче, ребята, хотела вызвать Uber, но тут такой прикол, что здесь есть только Uber Black. Я стою на остановке возле Дуомо. Я возьму себе такси до центрального вокзала. От площади Дуомо до центрального вокзала 3 километра. Поездка обещает выйти на 13 евро. А если бы я поехала на Uber Black, то я бы заплатила 18. Естественно, я поеду на такси. Даш, в отличие от Милана, тут в Порто есть обычный Uber, и он гораздо дешевле, чем у тебя там. Я точно такое же расстояние сейчас еду. Знаешь, за сколько? За 4 евро. И самое главное, что Uber здесь очень быстрый. Только вызвал, машина через минуту уже на месте. А если взять здесь обычное такси, то оно примерно в 2 раза будет дороже. А на такси 13 евро. Решайте сами. Я пойду пешком.
Милан – это супер классный город, он просто поразил меня в самое сердечко. Очень чистый, очень вкусный, очень красивый, очень стильный город. Всем советую посетить Милан. Для меня Милан победил в этом батле. А где лучше, тут или там, решать вам. Пишите в комментариях, какой город вам понравился. А у меня еще осталось немного времени до моего рейса. Как раз хватит, чтобы выпить апероля. Аривидерчи тутти! Друзья, Порто – это город великолепных мостов, это город портвейна, это город калорийной и вкусной еды. А что я стою перед вами распинаюсь? Все равно никто из вас не смотрит эту концовку. Или кто-то все-таки смотрит. Если смотрите, давайте напишите в комментариях, обсудим, что-нибудь придумаем, как-нибудь будем классно заканчивать. А пока, пока!